Тум-тум, всем привет! Снова стрим с моих камней. Это мой Open Workspace. Я тут радостно сижу и проектирую немножко. Да, сегодня сижу с микрофоном. Блин, тут кустики, так что звук должен быть получше, я думаю. И сейчас я порисую что-то. Такое вот упражнение на ландшафтный дизайн, проектирование и вот всю эту веселую историю со скетчингом. Так, я не вижу, как у меня, хорошо ли. Наверное, лучше вот так сесть, чтобы тень не падала. Вот на этом камешке я все время сижу. Надеюсь, мой голос не перебивает вся эта история с машинами. Ну, иначе зачем я покупал микрофон? Я думаю, мне нужно подумать немножко про структуру гульбища. Вот здесь я ее рисую. Это такая пергольная история. Я рисую в виде фронт. Вот это такие большие столбы по 15 сантиметров шириной, которые уже отработаны. Ну, кто смотрит мои сторис, те видели уже, как они работают вживую. Ну, они выглядят прям очень симпатично. И у гульбища будет небольшой скос. Тут такая история вполне себе пергольная. Вот я ее накидываю по-быстрому. И для того, чтобы понимать эту ситуацию, мне, в принципе, этого достаточно. Вот здесь доска, которая все это держит. Я думаю, какие сущности могут прийти туда радостно. А сущности, которые мне интересны, это, знаете что, я тут ношусь с идеей, которую мне подкинул наш прораб Александр, что вот эта вот история с гульбищем может быть хорошим паттерном для организации «Мой русский язык». Я уже давно не выезжал в Италию. Сколько? С весны? Нет, с Нового года сижу здесь. По понятным причинам, блин. Вот, а русский язык все равно немножко страдает. В нем есть проблемы. Тут идут резные элементы. Я сейчас их накидаю только довольно условно. Вот они. Тыдын. И вот то же самое с другой стороны. Ну, эту типологию все видели 100 раз. Я с утра пью кофе, рисую всякие скетчи кофе. И это часто происходит на веранде, на гульбище. Вот там как раз вот эти вот резные столбы. Сейчас накидаю это по-быстрому, чтобы проиллюстрировать вот эту вот идею хорошую. Ну, собственно, идея такая простая очень. Заключается в том, что можно сюда повесить качели. И тогда это будет не просто такое, ну, пространство для прогулок, а может быть, ну, для занятий спортом, например. Если я сюда приношу идею качелей, вот эта история, какая она может быть, и вот сюда идет, и подвешиваю сюда и сюда. И получается тоже фрагмент хорошей, симпатичной структуры. И тут нарисую, кто-то сидит и радостно качается. Тыдын. Идея качелей. Окей. Гульбище, качели. Качели, yeah.
Немножко накидаю акцентов. У меня для этого есть линер потолще, чтобы вся эта история заработала более симпатично. Вот, по скетчингу пером и линером я сейчас радостно готовлю курс. И, наверное, я буду там в ближайшее время рассказывать об этом во всех видосах, которые я делаю. Поэтому, если вам интересно научиться скетчить, таким образом, как я, например, делаю для своей проектной истории, и для творческой истории, там, как я рисую, например, итальянские города, и русские города тоже, то вот скоро выйдет курс. И кому это интересно, то пишите в комментах, что вам бы хотелось видеть в этом курсе, чтобы я мог разобрать подробно, чтобы пользы было максимально. Какие детали? Потому что некоторые вещи могут мне, например, казаться очевидными, а они вроде как нужны. Или, например, я сижу в своей профессии, а смежная профессия требует, может быть, каких-то там других, может быть, навыков. И, я могу об этом не знать. Я там провожу обучение, очное, больше для архитекторов, ландшафтных архитекторов. А может быть, вы там из области дизайна и хотели бы научиться такому типу скетчинга, то вы мне, пожалуйста, пишите, где удобно. Хоть Инстаграм, хоть YouTube, там, хоть контакт. Что было бы интересно вам в рамках этого курса. В общем, вот такой странный фрагмент получается. Вот он. Это может быть качель, это может быть там перекладина для того, чтобы подтягиваться. Это может быть, например, сетка или лесенка. Тыдын, 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 тыдын. Накидываю, не прорисовывая вот эти фрагменты реек. Тут у меня, конечно, придет, озеленение, виноград какой-то. Накидаю, чтобы не забыть. Скорее всего, виноград девичий. Блин, как же слепит солнце в глаза. Невероятно. От бумаги. У меня аж слезы выступают, блин. Так. Не знаю. Пока ничего не придумал. Я принесу сюда идею такой небольшой лестницы. Это не сказать, что прям огонь идея. Если у вас есть идеи интереснее, вы делитесь, пожалуйста, в комментариях, что можно было бы интегрировать в эту структуру, и чтобы она работала там как такая детская зона. Пока мне пришло в голову только качель и лесенка. Может быть, из них можно создать такую структуру, по которой можно ползать. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете. Помогайте. Мне это прям очень интересно. Окей. Так, и принесу туда немножко зеленки, которая может приходить в истории с гульбищем. Вот она. Нарастает. Это такой простой, быстрый и очень симпатичный метод для того, чтобы делать проектный рисунок, проектную графику для ландшафтной архитектуры, для архитектуры, для интерьера. Когда вы берете и быстро визуализируете вашу проектную идею.
Вот, этот тип рисунка я преподаю. Но его можно использовать, да, где угодно. Он хорош как самостоятельная графика, как метод творчества и отдыха. Если за компьютером я очень устаю, то за скетчингом я почти никогда не устаю. То есть я могу думать, продумать вот эти вот варианты, и они ложатся сразу же на бумагу и выглядят очень симпатично в целом. Поэтому я всем рекомендую делать эту скетчевую историю. Как сам я ее давно делаю. Но все началось с того, что там я начал довольно много практиковать в Италии, и там мне пришлось отформатировать свой подход и к проектированию, и к скетчингу, и к рисованию под вот эту итальянскую историю. Поэтому то, что вы видите сейчас, это вот именно итальянская школа в переложении на там какие-то мои реалии, мое понимание проектирования, основ проектирования. Вот такой незамысловатый скетч получился сегодня. Сейчас я еще пройдусь, чтобы эта история получше заработала. Окей. О, а вот и отец Алексей пришел ко мне на стрим. Ой, блин. Во, Слушай, точно, привет. Продюсер приехал, не то ДДТ, не то что, пошли. Блин, какая интересная новость. Окей, всем пока, чао-чао.